Фильм расскажет о четырехдневном походе в горы Высокие Татры. Идея создания видео носит информационный характер, в котором будет уделено внимание подготовке, снаряжению и идее навигации в походе. Также на протяжении всего видео будет интервью с человеком, принявшим участие в организации данного похода. По роковому стечению обстоятельств в тот день мы опоздали на первый утренний поезд, потеряв при этом около 2 часов времени. Этот, казалось бы, незначительный фактор на самом старте в итоге внесет свои изменения и сыграет свою роль для создания этого фильма. Добравшись до назначенного места, наша команда в составе 10 человек начала свой путь. Нужно сказать, что весь тур был спланирован заранее. За несколько дней мы разбили нашу команду на 3 подгруппы, которые в подготовительном процессе отвечали за свое дело. Группа, отвечающая за оборудование, подготовила весь необходимый нам инвентарь. Кухня закупила провизию с расчетом на общее количество дней на всех, а навигационная группа составила маршрут на 3 дня. Таким образом, к 7 часам вечера, по нашим расчетам, мы должны были добраться до нашего первого ночлега. Here is our instructor Maroš, who was with us during that time. Hi Maroš. Hi, Michal. Yeah. Tell more about yourself. Well, probably in this Расскажи немного о себе. sentence, first of all, I am a scout leader. Прежде всего, я лидер скаутов, And где получил возможность работать с молодежью и руководить несколькими группами. Путь моей страсти к горам и работы с молодежью выходит именно оттуда. How began your journey with hiking? How long? so, as I'm here from the area, I was born down Как начались ваши путешествия в походах и как давно? Я родился неподалеку отсюда, в долине. Когда я открываю окно в своей комнате, я вижу перед собой горы Высоких Татар. Даже если бы мои родители не оставили бы меня здесь, я все равно бы здесь оказался, так как мои родители путешественники и позвали бы на природу в поход. У меня еще 2 брата, и с раннего детства мы были оставлены нашими родителями в Высоких Татрах для исследования путей. С самого начала наши пути не были сложными. Помню, как сидел еще на плечах своего отца. Это и есть начальный путь моего отношения к горам. Так я и начал идти в этом направлении. Okay. So where have you been? What mountains, places? Yeah, that's actually a little bit funny. I don't know if you could В каких местах ты бывал? there. Anyway, in the clouds, there is Это немного забавно. Republic of Slovakia. Я не знаю, видно ли сейчас на камере. Been there, and Вон там, в облаках, Герлаховский штит, самая высокая точка Словакии. И многие спрашивают меня, ты был там? Нет, ни разу. Почему? Хороший вопрос, я не знаю. Возможно, из-за времени. Но вообще я бывал в горах Северной Африки, также на высочайшей горе России, Эльбрусе, также на высоте Сьерра-Невада в Испании. Так что мне приходилось бывать в различных местах. И, конечно, я люблю путешествовать. Иногда из-за альпинизма, иногда из-за походов. Скажу так, внутри Европы я путешествую много. Также могу отметить Монголию. Это самая отдаленная точка, где я бывал. Но из-за погоды нам не удалось покорить ту вершину. Позже мы добрались до Алтая и забрались на высоту 4000 метров. Та самая река, через которую мы проходили по мосту. 2000 метров наверх мы видим ее исток. Hey, hey. Yes, of course. То есть сделали маленький пит-стоп. Через 3 минутки продолжим восхождение. Поскольку Высокие Татры – это не просто горный массив,
а также Татранский национальный парк. Все пути здесь помечены специальным цветом. Взбираться поначалу было несложно, но поднимаясь выше, со временем подъем становился круче и уже не казался таким легким. Сам путь стал вообще каким-то просто сумасшедшим. Мы просто ползем в горы. Уже никаких ступенек, ни дорожек. Просто наверх. Просто не думаешь ни о чем, а ползешь наверх. Вот и все. Все очень просто. Спустя в итоге 7 часов мы добрались до вершины нашего первого дня. Оттуда разворачивался пленительный вид на долину. Но поскольку времени было в обрез, задерживаться мы не стали. И несмотря на некую усталость в группе, сразу же приступили к спуску. Давай. So you have to see the lens. Yeah, I see it. Everyone there? Yeah. Выходит, это пределы воображения. Ё-моё, это надо же. Было придумать кому-то такой путь. Так, с этой стороной мы прощаемся и перемещаемся в новую локацию. Так, ну что, подниматься, конечно, не спускаться. Так что примерно это все заняло минут 15. Так, продолжаем путь. A good friend of mine, she went to Barcelona for the service school. Yeah, very interesting. Кажется, что довольно легко, но в то же время довольно опасные и непредсказуемые все эти камни. Пообщавшись с нашей группой, наши мнения разделились по поводу, куда идти. Я предложил вариант, тот, который был изначально указан на карте перед тем, как мы пошли в поход. Это примерно 2 часа пути отсюда. Но поскольку уже больше 7 вечера, некоторые не хотели идти в ближайшую хату, которая в 30 минутах отсюда. Если мы туда пойдем, это означает только одно, что завтрашний план у нас тоже весь поменяется, так как расстояние, которое мы запланировали заранее, придется изменить из-за того, что по времени мы просто не успеем уложиться. Как подготовить себя к походу? Прежде всего, вы должны знать свои собственные возможности. Если вы не так много бывали в горах, вам будет лучше идти по хорошо проложенной тропе, где каждый шаг будет при пристальном внимании. Потому что вы должны выбирать территорию, куда ступаете. Плюс у вас багаж за спиной. Затем вы должны знать территорию или хотя бы иметь карту и уметь ее читать. Учитывать окружающую среду. Каков мой план, если я пойду в однодневный поход или на несколько дней? Я бы сказал, что главный совет – распланируйте детали. Какие требования к физической форме? Я бы не стал выделять что-то особенное. Если я знаю, что я не такой быстрый и не имею большого опыта в более сложной обстановке, я запланирую поход всего на 2-3 часа. Если я очень медленный, я справлюсь за целый день, если встану рано утром. И затем, шаг за шагом, изучая мои собственные возможности, я смогу добавить еще.
Так что я бы не стал выделять что-то особенное. Только мотивация. Было принято решение свернуть в направлении ближайшей хаты, отменив тем самым двухчасовой поход к месту нашей изначально запланированной остановки. До конца оставалось неясным, хватит ли там мест, так как брони на нас там не было, и исход мог бы оказаться любым. Свободной кровати действительно там не оказалось, и нам предложили место в общем зале, предоставив при этом спальные настилы. Такие царские удобства обошлись нам на 12 евро с человека. Таким образом, после ужина завершился наш первый день. Проснувшись ранним утром, перед нами стоял выбор, так как еще со вчерашнего дня оставались чувства разногласия в команде. Часть людей, включая меня, желали остаться на высоте, пойти еще выше, вдоль вершин, выбирая тем самым более экстремальный маршрут. Другая часть хотела идти на спуск, выбирая туристическую тропу, теряя при этом высоту. Ввиду таких разногласий решение пришлось принимать путем демократии и голосований. Путем демократического решения мы решили пойти вниз. Хотя внутри себя я чувствую маленький дискомфорт, так как я хотел пойти немного другим путем. Но получилось, то получилось. Мы проголосовали, и в итоге теперь спускаемся вниз. То есть планы изначально, которые у нас были, изменились во втором дне, в начале второго дня. То есть пока спускаемся пару часов, идем, в принципе, уже в одном направлении, в решенном. В дальнейшем, придя на место, скорее всего разделимся. И те люди, которые хотят увидеть более экстремальные ощущения, более экстремальные виды, пойдут уже не всей группой. Отметил также, что данный путь более насыщен цивилизацией, народу немало поднимающийся наверх, спускающийся, то есть он более такой туристический путь сам по себе. Я бы не сказал, что он довольно сложный. Наверное, поэтому его и выбирают. What are the general rules? Какие главные правила, которым ты должен следовать при подготовке? Я думаю, что частично мы уже ответили на этот вопрос. Знать местность, знать свои возможности. Также будет неправильно пойти наверх в одиночку, так как если что-то случится, тебе понадобится помощь. Затем нужно учитывать возможности своего партнера или группы. Ты никогда не будешь быстрее, чем твоя группа, это важно учесть. Ну и, конечно, прогноз погоды. Так как если даже это будет и знакомая мне местность, при густом тумане я легко потеряюсь. Каждый камень будет выглядеть одинаково на расстоянии 10 метров с близкого расстояния. Так что если я вижу, что прогноз погоды неблагоприятный, вряд ли я пойду. И наверх, в тот самый ресторанчик, столько всего. Да-да, I'm looking. То есть, наверное, совсем не просто идти столь высокий путь, 2 километра наверх, и нести все для этого ресторана. Наверное, также они и выносят свой мусор.
Какой должен быть вес рюкзака? Когда я работал со скаутами, мы ходили в многодневные походы. Установили вес в 7 килограмм, без специальной одежды, еды и воды. Но многие из походов, по крайней мере здесь, в Высоких Татрах, только на один день. Я не думаю, что вес должен быть определенным, но рюкзак должен быть хорошо укомплектован и не иметь вещей, которые не используются. Если ты новичок, ты должен подготовить себя в совершенстве. Твой рюкзак может выглядеть тяжелым, но после похода ты должен логически скинуть те вещи, которые не использовал. Для примера, использовать 3 футболки для однодневного похода не имеет смысла, но также мы должны позаботиться не оставив в стороне то, что пригодится в чрезвычайных ситуациях, из наиболее важных, как первая медицинская помощь или термобелье. Путь, пройденный нами в течение всего второго дня, хорошо подойдет в качестве семейной однодневной прогулки, поскольку практически отсутствуют крутые подъемы или спуски, а высота этих троп не превышает 1500 метров. Сколько это стоит пойти с инструктором? И что ты должен учитывать, если пойдешь без него? В большинстве национальных парков пути помечены, пройти мимо которых будет очень сложно. Обычно вам разрешено использовать только их для вашей безопасности. Но если вы решили пойти в неразрешенном направлении и не являетесь местным представителем горного клуба, согласно правилам посещения национальных парков, вам разрешено пойти только с проводником. В большинстве случаев люди заранее делают заказ на гида, который приведет на высоту. Учитывать это особенно нужно в разгар сезона. Добавлю, что однодневный поход с гидом на группу будет стоить в размере 250 евро. И хотя весь наш путь второго дня сложно назвать экстремальным, по итогу мы прошли 27 километров, добравшись до места нашего ночлега только к полуночи, фактически проведя весь день в пути. Идею разделиться, чтобы подняться выше, больше не поднимали. Уставшие и утомленные столь насыщенной прогулкой сразу легли спать. Следующий день. Утро. Проснулись в отеле, вот, до которого дошли около 12 ночи. Вот. В итоге вчерашний день 16 часов непрерывного похода. Как распоряжаться временем в течение похода? Мы всегда должны иметь большое представление о походе до того, как мы его начали. Погода с утра более стабильна, поэтому разумнее начинать ранним утром и быть к середине дня в самом отдаленном месте от цивилизации. Если что-то случится в отдаленных местах и на большом расстоянии от спасательных служб, я смогу дать им время организовать спасательную операцию. Если же я начну поздно и со мной что-либо случится в отдаленном месте, скажем, после 16 часов, они будут иметь всего 4 часа дневного света, чтобы организовать спасательную операцию. И поверь, в сумерках это будет сделать гораздо сложнее. Поэтому организовывать такую точку лучше к середине дня или раньше. Третий день имел формальный характер. В тот день по дороге в отель у меня и родилась идея возвращения, поскольку на душе оставались чувства незавершенности. К тому же меня поддержали еще 2 участника нашей большой группы, и через пару дней, спланировав экстремальный маршрут, мы вернулись. Начался дождь. Порой немножко замывает. И
скользит обувь, когда наступаешь на эти камни, то есть рассчитать до конца невозможно. Так, ну что, подошли мы к таким цепям подъемным. Пусть становится крутой, но зато очень интересно, что же ждет нас дальше. Очень свежий такой, обалденный воздух. Приятно находиться в такой атмосфере. Как лучше питаться? Лучше начинать себя подготавливать еще до похода. Есть больше углеводов. Для примера, пасту я предпочитаю есть за день. Итак, замедленная энергия, накопленная организмом в момент необходимости, воссоздаст ATP для мышц. А когда я в походе, я предпочитаю есть быструю энергию. Можно фрукты в начале похода, потому что они имеют достаточное количество воды и довольно тяжелые, а затем позже переключаюсь на шоколад или сладкое, чтобы они быстро перенаправлялись в кровь, и я мог продолжать идти. То сейчас нам предстоит, но очень крутое приключение. Я уже вижу, как вдалеке там поднимаются люди. Ну, при таком скалолазании очень важно подбирать каждый шаг. Начинается дождь, поэтому мы должны как можно быстрее попытаться подняться наверх, так как станет совсем скользко и путь будет практически невозможен. О, ничего себе. Чем-то мне напоминает, это все наш первый день. Может быть, немножко круче. Подняться повыше. Тут как бы два пути получается. Можно сразу вниз пойти, что я и сделал, а можно чуть экстремально пойти по этой железной цепи. Но это вообще для самых экстремальных. Ну вот, наверное, все-таки выберу более приземленное решение. Что делать, если что-то случилось со здоровьем или получена травма? Прежде всего, не будьте один в горах, чтобы кто-то смог потенциально вам помочь. На сегодня очень разумно иметь мобильный с собой. Даже если он отключен, в чрезвычайных ситуациях вы сможете его включить и вызвать спасательную команду. А если дело в маленьких травмах, то вы можете сами оказать себе первую помощь, имея эластичный бинт и медикаменты. Будь подготовлен, имея при себе общеизвестные медицинские приспособления. Моего путешествия, этих походов, туман, скользкие камни. Что может быть лучше? Главное идти очень медленно, выбирать шаги, шаг за шагом. Здесь внимание, второго шанса здесь точно не будет. Страховки никакой нету. Дистанция между людьми обязательно.
продолжаем постепенно спускаться. Что делать, если я потерялся? Чаще всего зависит от того, где ты находишься. Например, в Словакии главное указание идти в направлении спуска, и практически всегда ты не потеряешься. Хуже, если ты потеряешься, к примеру, в тумане, в сильном дожде или снеге, когда обозреваемость очень низкая. Поток может вывести тебя к водопаду, и это будет твоя конечная точка. Лучше попытаться вернуться в ту сторону, где ты был, и затем попытаться найти правильное решение, как поступить дальше. Очень часто меняются локации. Вот сейчас прямо вот такая вот лесенка, идущая наверх, облегчают наш путь карабкания, что не может не радовать. Что для тебя персонально означает пойти в поход? Опиши процесс достижения вершины. Для меня это больше спортивная активность. Я тренирую себя, бросаю себе вызов. Смогу ли я это сделать? Чем старше я становлюсь, тем больше я испытываю чувство благодарности и умиротворения к природе и окружающей среде, которую нахожу в ней. Бывало, что если испытываешь какие-либо трудности или нужно принять какое-либо решение, прогуливаясь, ты фокусируешься на каждый шаг или камень, позволяешь мыслям входить, получая конструктивный ответ. Все, что было до этого, это просто цветочки. Просто цветочки, грибочки. С этими экстремальными партнерами мы сделали просто что-то потрясающее. Да. Да. Estás com medo? Скажи, Раша. Estás com medo, não estás? Наташа. Estás com medo, não estás? Это Наташа, Наташа из Португалии. Estás com medo? Are you afraid? I am afraid. How to say? Maybe Adrenaline. already not. I don't know. Это какой-то просто мировой челлендж, который я себе задал с этими двумя сумасшедшими компаньонами. Вот так? Вот так оно и бывает. Возможно, раз в жизни. Do you think this point is higher than that one? Look. Ну что, как вам это приключение? Мне очень понравилось. How are you feeling when you are on a top? Как ты себя ощущаешь, когда ты на высоте горы? Личное ощущение себя и своей вершины. Помню, когда я поднимался на Эльбрус. Это было очень сложно. Преодолевая каждые 20 метров, я думал повернуть назад. Это было на пределе моих физических возможностей, которые я имел на то время. Каждая вершина по-своему особенна, и чувства, которые ты получаешь наверху, строго связаны с приложенными усилиями, которые ты оставляешь при подъеме. Если ты начинаешь свой поход рано утром и видишь восход солнца на вершине, это особенное чувство.
За 4 дня мы прошли 72 километра, порой преодолевая метр за метром любой угол наклона. Поднялись на высоту до 2500 метров, чтобы ощутить всю величину тех мест. Думаю, вся наша группа получила бесценный опыт после столь незабываемого приключения. Составляя маршрут своего похода, на следующий раз отмечу, что уделил бы внимание запасному плану, которого не было у нас в этот раз, и пришлось тратить время в начале второго дня для поиска наилучшего решения. Дорогой зритель, если такой тематический видеосюжет тебе понравился, поставь лайк, с подпиской не выйти.